Красивая история любви, свадьба на 100 гостей, белоснежное платье и медовый месяц на побережье Кораллового моря. Это ли не сказка? У этой пары все именно так и начиналось. В канун нового 2001 года Тина познакомилась на праздничной вечеринке с Дэвидом Габриэлем Уотсоном. Пара начала встречаться. 15 февраля 2003 года Гейб попросил у отца Тины благословения и разрешения жениться на Тине. Свадьба состоялась 11 октября 2003 года. Уже через 2 дня после свадьбы Тина и Гейб отправились в долгожданное свадебное путешествие в Австралию. В планах у молодоженов были занятия дайвингом на Большом барьерном рифе в Коралловом море у побережья Северного Квинсленда. Выбор места был не случайен. Дело в том, что Гейб давно мечтал съездить именно на Большой барьерный риф. По словам матери Гейба, Гейб заразил этой мечтой Тину, и она решила, что медовый месяц нужно провести именно на побережье Квинсленда. Гейб был опытным дайвером, который за плечами имел свыше 50 погружений, и в 2001 году завершил курс спасательного дайвинга. Тина уже имела несколько погружений, но считалась неопытной ныряльщицей. В дайвинг ее привел Гейб. К моменту поездки Тина имела порядка 11 погружений в бассейне. Кроме того, ребята купили себе новое снаряжение. Инструктор Тины, Крейг Клеклер, в последующем скажет, что никогда не видел никого, кто был бы так плохо подготовлен к погружению. Она паниковала так, что нам пришлось вывести ее на поверхность и вернуть на берег. Тина тогда призналась, что ненавидит дайвинг, но делает это ради Гейба, чтобы он был счастлив. 13 октября 2003 года пара прибыла в Сидней, где они пробыли неделю. В это время они много гуляли по городу, осматривали достопримечательности, часто звонили родным. 21 октября они вылетели в Таунсвилл в Северном Квинсленде. Позже Гейб скажет, что первая часть медового месяца была неделей Тины, а вторая – его. Еще перед отъездом из США Гейб связался с представителями компании Mike Ball Dive, чтобы организовать погружение на место потерпевшего крушения корабля Йонгала. Так, около 10 вечера 21 октября вместе с рядом других дайверов Гейб и Тина сели на теплоход Spoilsport и покинули порт Таунсвилл. Место исторического кораблекрушения, где планировали погружаться дайверы, находилось на расстоянии около 48 морских миль к юго-востоку от Таунсвилла. На борту находились 12 членов экипажа, 3 коммерческих водолаза и 25 пассажиров. Как и полагается, сотрудники дайв-компании получили от каждого дайвера в письменной форме, включая Гейба и Тину, детали и подробности их опыта погружений и истории завершенных погружений. Были проведены брифинги по вопросам эксплуатации оборудования, требованиям безопасности на борту судна и в воде. Это обязательная процедура для всех дайверов. В бортовом журнале фиксации погружений Гейб указал, что совершил 55 погружений. По кодексу дайверов это соответствовало наивысшей категории – красный дайвер. В действительности же Гейб имел за плечами только 15 погружений в океан, в открытой воде. Тина сделала всего 11 погружений, но ни одно не было в океане. Таким образом, она явно была зеленым дайвером, неопытным, и инструктор попросил, чтобы она сделала ориентационное погружение совместно с ним. Однако Тина отказалась, а он не настоял. Инструктор не смог правильно провести оценку квалификации Гейба и Тины. Он не смог заставить Тину совершить ориентационное погружение. Это еще более важно, учитывая, что планируемое погружение являлось красным погружением. По кодексу дайверов он не должен был разрешить Тине погружение. Но, видимо, правила существуют, чтобы их нарушать. 22 октября Гейб и Тина отправились готовиться к погружению. По плану, они должны были погружаться к носовой точке Йонгала вместе с 4 другими дайверами. Однако после нескольких минут в воде Гейб и Тина вернулись обратно на теплоход Spoilsport, так как, по словам Гейба, его подводный компьютер, надетый на запястье, показал сбой в работе. По словам Гейба, как только они вернулись на борт, Тина пожаловалась, что ей тяжело погружаться, и попросила дополнительный вес. Ей его выдали. Но эти показания никем не подтверждены, никто этого не видел. Инструктор Брайан Фотерингем позже сказал: «Я не помню, чтобы присутствовал или помогал в их подготовке к погружению. Это включает их вес».
К сожалению, что произошло далее, мы знаем только со слов Гейба, и как станет ясно в дальнейшем, каждое из его слов вполне можно поставить под сомнение. Гейб и Тина спустились первыми. Следом за ними в воду опустился самый опытный человек на лодке – Уэйд Синглтон, директор поездки. Пара была в задней части затонувшего корабля на глубине 14-15 метров, когда Тина протянула руку Гейбу и подала знак, что хочет подняться на поверхность. Гейб видел нарастающую панику жены, взял ее за руку и постарался помочь в подъеме. Но сначала он решил надуть ее жилет, который позволяет держать тело и остановить дальнейшее погружение. Для этого он выпустил руку Тины и, поняв, что она начала тонуть, схватил ее за ремень. На этот момент стоит обратить внимание. Вместо того, чтобы снова попытаться надуть ее жилет, когда уже фактически притянул ее, он держит ее рядом какое-то время. Глаза Тины были широко раскрыты, она подавала знаки и в какой-то момент ударила мужа по лицу. От удара его маска сбилась и наполнилась водой. Он снова отпустил Тину, чтобы поправить маску. Во время всех этих манипуляций Гейб отпустил руку жены. Сделав вдох, он оглянулся и увидел, что Тина тонет. Он сказал, что она смотрела вверх, и обе ее руки были вытянуты вперед. Гейб сделал короткую попытку поплыть за женой. Впоследствии его компьютер показал, что он спустился всего на пару метров. Далее Гейб решил не плыть за Тиной, потому что, по его словам, она слишком быстро тонула. Тина в тот момент еще дышала и была в сознании. Позже все дайверы скажут в один голос, что Гейб не только мог, но должен был преследовать Тину и спасти ее. Поскольку они только начали погружение, у Гейба было достаточно воздуха, чтобы преследовать ее до самого дна, если понадобится. Гейб имел все шансы спасти жену, но позволил ей опуститься на дно. Один из дайверов так прокомментировал действия Гейба. Он не только не преследовал свою жену до самого дна, он не рисковал своей жизнью в принципе. Полиция, проводившая расследование, утверждала, что он вообще не поднимался быстро, поскольку распечатка компьютера Гейба не имела статуса нарушения. То есть он, как и полагается, сделал обязательную декомпрессионную остановку и всплывал не экстремально оперативно, разве что его дыхание было учащено. Между тем, Уэйд Синглтон через 7 минут после своего погружения первый увидел неподвижного дайвера, лежащего на дне на глубине 24 метра. Он поплыл прямо туда и обнаружил Тину Уотсон без сознания. Прижимая Тину к себе, Уэйд Синглтон вытащил ее на поверхность. Он поднялся очень быстро, гораздо быстрее, чем Гейб. На судне было как минимум 2 врача, которые в течение 40 минут делали искусственное дыхание Тине, но было слишком поздно, и Тина скончалась. Казалось бы, вот тут и нужно поставить точку. Печальный несчастный случай, трагическое стечение обстоятельств, и молодая женщина, только что ставшая законной женой любимого мужчины, тонет во время медового месяца. Но полиция не торопилась с выводами. Расследование задерживалось, что вызывало обеспокоенность у семьи погибшей и у ее новоиспеченного супруга. Снова и снова детектив Гэри Кэмпбелл, ведший расследование, вызывал на допрос Гейба, инструктора и других дайверов. Гейб стал заметно нервничать. В одном из интервью он даже сказал: «Полиция уверена, что я убил Тину, поэтому они делают все, чтобы доказать это, а не просто собирают свидетельства». Комментируя это заявление, детектив Гэри Кэмпбелл сказал: «Наша работа – разобраться с тем, что произошло. И мы делаем это, понимая, что есть только 2 человека, которые наверняка знают или знали, что там случилось на самом деле. Тина, которая уже не может рассказать нам, и Гейб». Во время первой дачи показаний в участке Гейб стал требовать свой компьютер обратно. Он мотивировал это тем, что компьютер – вещь дорогостоящая, взятая в кредит. Детектив Кэмпбелл был вынужден выдать квитанцию, где значилось, что компьютер забран полицейскими временно. По словам очевидцев, Гейб улыбался. 24 октября мать Гейба прибыла в Таунсвиль. В этот же день Гейб и его мать Гленда Уотсон отправились в морг Таунсвилля для осмотра тела Тины. Вероятно, это было также для того, чтобы официально опознать Тину. Детектив Лоуренс был вне поля зрения Гейба, но близко к двери, которую оставили открытой. Позже он расскажет следствию. «Я услышал, как Гейб сказал низким бормочущим голосом: «Мне очень жаль. Я не хотел причинить тебе боль». Возникла небольшая пауза. «Я не должен был держать тебя. Прости, я не мог остановить это». На этом все, что я слышал, закончилось.
1 ноября Гейб и его мать Гленда улетели домой. Тело Тины было с ними в самолете. Родственники и друзья Гейба описывали его как спокойного человека с хорошим чувством юмора. Однако все те, с кем пара общалась в период своего пребывания в Австралии, говорят о Гейбе как о человеке властном, эгоистичном, нервозном. Дайверы не оценили его грубый юмор и отметили, что он вел себя совсем не как влюбленный супруг. Постоянно упрекал Тину, жестоко шутил над ней. Странности не заканчиваются даже после смерти Тины. В 2005 году Гейб появился на кладбище и скрутил пластиковые цветы, прикрепленные к могиле. Свидетели говорят, что он оскорблял Тину, выкрикивая ругательства в ее адрес. Тимми Томас, отец Тины, не раз жаловался местной полиции, что цветы, которые он регулярно приносит на могилу, исчезают. Была установлена камера. Видео с нее было даже продемонстрировано в суде в 2008 году. На кадрах видно, в разные даты, как Гейб приходит к могиле и убирает все цветы. Полиции необходимо было исключить все сомнения, исследовав показания подводного компьютера. Предыдущий и недавний опыт Гейба, скорость подъема Гейба после его отделения от Тины, действия Гейба как обученного спасателя и многое другое. В полицейской и судебной экспертизе оборудования Тины говорится, что Тина использовала 63 кубических фута алюминиевого акваланга. Но 63 кубических фута были совершенно неадекватным размером бака для тех, кто ныряет в этом месте, не говоря уже о ком-то с таким небольшим опытом, как Тина. Минимальный размер будет составлять 88 кубических футов. По словам свидетелей, именно Гейб выдал Тине бак наименьшего размера. Себе взял бак объема 88 кубических фута. Были изучены 3 подводных компьютера – Тины, Гейба и Уэйда Синглтона. 29 октября 2003 года они были переданы Кристоферу Коксону, главному инспектору по вопросам труда и безопасности Департамента промышленных отношений Квинсленда. Исследование показало, что по крайней мере на 2 из 3 компьютерах система выдала предупреждение об экстренном подъеме, что указывает на панику и быстрый подъем. И это компьютеры Синглтона и Тины в момент оперативного всплытия. Компьютер Гейба не активировал сигналы быстрого подъема. Это указывает на то, что, потеряв Тину где-то на дне, Гейб не спешил всплыть и позвать на помощь. Гейб не сделал ничего, чтобы спасти жену и вытащить ее со дна. Казалось, он нарочно тянул время. Позже он никак не объяснил этот момент. К слову о воздухе. Этот момент представляется наиболее важным. Исследование этого вопроса позволило экспертам заключить, что пока Тина была жива, она использовала до 60 литров в минуту, огромное количество. Это указывает на большую панику. Специалисты считают, что в какой-то момент Гейб на время отключил поступление воздуха Тине. В конце концов, 28 ноября 2008 года Гейбу было предъявлено официальное обвинение в убийстве. 5 июня 2009 года состоялся суд. Гейб признал себя виновным в убийстве по неосторожности, по существу признавая, что хотя он не спас жизнь своей жены, он не намеревался убивать ее. Уотсон был приговорен к 12 месяцев в австралийской тюрьме. В октябре 2009 года австралийский апелляционный суд продлевает тюремное заключение Гейба до 18 месяцев. 11 ноября 2010 года Гейб возвращается в США из австралийской тюрьмы. Однако родственники Тины инициируют проведение дополнительных расследований. Назначаются повторные судебные заседания в Америке. 13 февраля 2012 года в суде Бирмингема Гейбу предъявляют обвинение в убийстве первой степени. Ему грозит пожизненное заключение. Прокурор настаивал на версии, что убийство было спланировано. Мистер Синглтон, вытащивший Тину со дна, сказал, что был шокирован поведением Гейба, который просто обязан был спасать жену до последнего и имел на это все шансы. Синглтон сказал, что он всплыл с Тиной менее чем за 2 минуты, в то время как Гейбу потребовалось 3, с гораздо меньшей глубины. Он сказал, что история Гейба не имеет смысла и назвал ее фигней. Адвокат Уотсона, Брэд Блумстон, настаивал, что смерть Тины является несчастным случаем, а от Гейба не стоит требовать многого, потому что он не был достаточно опытен, чтобы спасти жену. Дуг Милсап рассказал об инструктаже по дайвингу и встрече с Тиной и Гейбом. Тина представилась ему и показалась очень приятной и открытой. Ее муж, напротив, сильно нервничал и практически не общался ни с кем. Когда его спросили о навыках спасения, Милсап сказал: «Однажды узнал, никогда не забудешь». Тем более речь шла о близком человеке, попавшем в беду.
Тем более, нужно было просто ее подхватить или надуть ее плавучий жилет, нажав всего лишь одну кнопку. На плавучем жилете она немедленно бы всплыла. Показания Милсапа потрясли Уотсона. Он сидел, покачиваясь, а потом грязно выругался. Слово дали Гейбу. Возможно, я виноват в том, что мало сделал для ее спасения, но я успокаиваю себя тем, что я сделал то, что сделал. Я не могу изменить это, поэтому я просто должен принять это и продолжать жить. А потом я узнал об уголовном преследовании. Никогда не забуду тот момент, когда адвокат сказал, что коронер Таунсвилла обвинил меня в убийстве. Общественность против меня, все почему-то уверены в моей виновности. Это разочаровывает. Это невероятно обидно. Адам Уайт, океанический техник, эксперт, подтвердил выводы о том, что Гейб всплывал не экстренно, в отличие от всплытия Синглтона и Тины. Прокуроры уточнили, сколько времени требуется для полного раздувания плавучего жилета. Уайт ответил – 15 секунд. Адвокаты пытаются доказать, что преднамеренного убийства не было, а Гейб просто был неопытен и не сориентировался в обстановке, запаниковав. Вердикт присяжных заседателей – невиновен. Ввиду недостаточности улик, обвинения с Гейба были сняты. В настоящее время Гейб проживает со своей женой Ким в Бирмингеме.